Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. Сегодня поговорим о том, почему связь Динамита с Майклом Джексоном глубже, чем кажется, как и зачем это связано с персонажами вселенной BTS, и правда ли, что название Dynamite можно воспринимать буквально как информационную бомбу. Поехали! Начнем с того, что Dynamite, безусловно, очень значимый трек в карьере ребят. Внимание к нему было приковано еще до релиза, в связи с амбициями, связанными с Грэмми. Также это был первый англоязычный трек в карьере ребят. И, конечно, все ждали камбэка после триумфального альбома Map of the Soul 7. А уже после выхода Динамита его значимость была подкреплена многочисленными достижениями и рекордами, о которых мы все и так прекрасно знаем. Совершенно логично предположить, что выход этой песни имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд, и что Dynamite — это, возможно, самое серьезное и важное, что было в карьере BTS. Сначала мы пройдемся по цифрам, отсылкам и деталям, которые могут связывать Dynamite с творчеством и наследием Майкла Джексона. А после чего перейдем аж к 3 вариантам теории, нашей теории, по поводу того, а для чего вообще это нужно, зачем это делается и как это все может быть связано. В Dynamite есть очень приметный музыкальный проигрыш. Почти идентичный музыкальный момент есть в песне I Want You Back, которую исполнили Jackson 5. Это группа братьев Джексон, где Майкл солировал и был основной звездой. Песня I Want You Back была первой песней в исполнении Майкла Джексона, которая заняла первое место в Billboard Hot 100, что произошло в январе 1970 года. А через 50 лет BTS и их Dynamite с идентичным музыкальным моментом в песне получают уже свое первое в истории группы место в престижном чарте. Кстати, цифра 50 будет встречаться нам довольно часто, запомните ее. И да, песня I Want You Back звучала в каждом туре Майкла. Этот хит известен всем его фанатам. Раз уж мы заговорили о Jackson 5, интересен факт, что сын одного из участников группы, Тита Джексона, Тадж Джексон, являющийся, как вы поняли, племянником Майкла Джексона, выразил свое почтение к BTS и их Dynamite еще на этапе тизера, чем привлек большое внимание фан-базы Майкла к выходу Динамита. Но, как мы помним, в тизере не было непосредственно сигнатурных движений Джексона. Да, был кик ногой в фрагменте связки, также позировки, которые вполне характерны для диска и фанка в целом. И даже у нас, знающих и любящих творчество Майкла, не возникло ассоциации с ним во время просмотра тизера. Но Тадж почему-то еще до выхода клипа был уверен, что это именно некий трибьют Майклу. Ведь очевидно, что даже если у него возникли бы такие ощущения от тизера, то стоило бы подождать выход клипа, а потом уже раздать заслуженные респекты. Но такое заочное одобрение помогло продвижению Dynamite гораздо больше, сыграв как своеобразный знак качества для фанатов Майкла и заставив их, так же как и армии, с нетерпением ждать выхода клипа. Мог ли Тадж заранее быть уверенным в своей правоте? Была ли у него задача сделать этот твит? Вопрос открытый, но сам факт этого твита стал хорошим информационным промо. Если это спланированная акция, почему не действовать через детей Майкла, спросите вы? Тут ответ очевиден. Слишком высок уровень напряжения, обрушившийся на них за эти годы. Неадекватов хватает, а племянник вроде как и свой, но при этом менее вовлеченный человек. Более тонкая игра, которой, как известно, славился Майкл и славится Big Hit. Кстати, тот же Тадж Джексон также в Твиттере хвалил уже Dance Break Dynamite с MMA, где уже непосредственных отсылок было хоть отбавляй. Кстати, об этом тоже стоит сказать, а вот при просмотре клипа многие зрители даже не заметили отсылки к Майклу.
ведь они были не такими очевидными. Кстати, об отсылках в клипе мы поговорим позже. Но вот уже в некоторых значимых живых выступлениях с Dynamite все стало яснее. Например, тот самый брейк на ММА, где не только хореография, но и практически целиком образ Чимина – это огромная отсылка. Из очевидных примеров можно вспомнить также выступление с новогоднего концерта Big Hit, где была отсылка на легендарный трек Майкла Smooth Criminal. А из менее очевидных можно привести в пример выступления на шоу Джеймса Кордена, где ярко фигурировали самолеты, а последний запланированный тур Джексона «This Is It», который так и не состоялся, должен был заканчиваться именно с самолетом, в который Майкл бы садился и улетал. То есть Big Hit с определенной периодичностью намеренно подчеркивает связь Dynamite с Майклом, чтобы сама идея этой связи стала очевидна тем, кто не увидел ее в клипе. Big Hit, как и Джексон, ничего не делают просто так. Поэтому вполне вероятно, что и эти параллели они транслируют в умы фанатов намеренно. А зачем? Будем разбираться дальше. Но пока продолжим разбирать отсылки и детали. Давайте вспомним цифру 50 и снова поговорим о Грэмми. В 2001 году Майкл отмечал 30-летие своей творческой деятельности, дав крутой концерт с участием других звезд. Соответственно, в 2021 году, когда BTS вполне вероятно будут выступать с Динамитом на Грэмми, будет 50 лет с начала творческой деятельности Майкла. И на площадке Грэмми, на которой он многократно присутствовал, вновь будут исполнены его движения. Кстати, номинацию на Грэмми Dynamite получил в 2020-м. Это 40 лет с момента первой премии Грэмми Майкла. И 10 лет с момента последней, что в сумме тоже дает 50. Кстати, ушел Джексон тоже в 50. В нумерологии цифра 50 означает быстрые перемены, позитивно-жизненный настрой, ставит человека перед выбором пути и располагает к возрождению. Еще примечательно, что Майкл стал первым в истории чернокожим поп-музыкантом, который получил Грэмми. Думаем, аналогии с возможным получением премии Бантанами вы поймете сами. Теперь поговорим об отсылках клипа. Помимо хореографических, которые и так очевидны, мы заметили некоторые другие. Не претендуем на истину, может быть это просто совпадение, но нам показалось это интересным. Майка Юнги – это Майка из фильма Space Jam, где главную роль сыграл легенда баскетбола Майкл Джордан, который также снимался в легендарном клипе Майкла Джексона «Джем». Но факт примечателен еще и тем, что Джордана в массовой культуре, так же как и Джексона, часто называли просто MJ по инициалам. Постеры в комнате Чонгука тоже интересная деталь. На нескольких кадрах два одинаковых плаката Beatles в комнате, что, конечно, напоминает о том, что BTS называют новыми Beatles, но и примечателен факт, что почти всеми правами на творчество легендарной группы владел именно Майкл Джексон, будучи их большим фанатом. А он купил эти права за огромные деньги, на фоне чего даже поссорился с участником Beatles Полом Маккартни. Вы логично спросите, зачем же так все вуалировать, когда можно было просто повешать в комнате Чонгука плакат Майкла? Ну, во-первых, Big Hit мастера символизма и работают более тонко, а во-вторых, в связи с раздутыми в 2019 году скандалами вокруг персоны Майкла Джексона, его образ вызывает много противоречий в обществе. Вспомнить хотя бы вот этот абсурдные запреты и попытки удаления с музыкальных платформ его треков. Соответственно, изображение Майкла или же его прямые упоминания значительно усложнили бы продвижение клипа и песни на Западе. А при помощи тонких отсылок Big Hit с одной стороны не вызывает вопросов, а с другой вполне четко продвигает линию связи с Майклом. А зачем? Вот теперь поговорим как раз о наших трех вариантах теории. Думаем, что ни для кого не секрет, что в современном мире музыка и шоу-бизнес имеют огромное влияние на человечество, наряду с политикой и религией. И так же, как и в политике, в шоу-бизнесе есть свои сферы влияния, своя борьба элит, свои столкновения интересов. И так же, как в религии, есть борьба идеалов. Посмотрите на современный шоу-бизнес, как он выглядит, что он несет и пропагандирует. Ариана Гранде на сцене, Грэмми в постели с трансгендерами, и таких выступлений полно. Все это не просто совпадение. Ради интереса можете найти и проанализировать выступления Мадонны,
на Евровидении 2019 года и сопоставить с тем, что происходило в 2020. Если коротко, то в ее песне пелось, что не все попадут в будущее. Также на ее голове была корона, и она распыляла, вроде как бактериологическое оружие. Как минимум вы будете удивлены, как максимум вы будете шокированы. Так или иначе, это была весна 2019 года, и никто не подозревал тогда о том, каким будет 2020 год, но в этом выступлении было показано все. А теперь вспомните творчество Майкла и те идеи, которые он доносил со сцены. Разница очевидна. За каждым крупным артистом стоят интересы большой группы лиц и большие капиталы. И само собой, то, что говорит и показывает своим творчеством суперзвезда, это не только его мысли и его мнение, но и отражение интересов влиятельных групп, так называемых элит. Это нормально. Такие элиты стояли и за Майклом, поддерживая его гуманистические идеи, и такие же влиятельные группы с другой стороны делали все возможное для того, чтобы очернить Майкла, дискредитировать его и лишить нас его наследия. Так или иначе, у них это получилось. В 2009 году он ушел, и вся поп-музыка погрязла в разврате, грязи и пошлости, вперемешку с оккультизмом. Серьезно, вспомните хоть кого-нибудь из крупных современных звезд, которые бы пропагандировали идеи добра и какие-то светлые мысли. Между тем, миру просто необходимо равновесие, и влиятельным группам, которые заинтересованы в позитивном развитии человечества, нужны крупные масштабные артисты, которые понесут это знамя. И выбор в пользу Бантан здесь очевиден. Только у них со времен Майкла такая же многомиллионная и преданная фан-база. Плюс своим талантом и трудолюбием они, так же как и Майкл, создают впечатление просто людей с другой планеты. При этом они подходят и под важный аспект мультикультурализма, являясь, собственно, корейцами. И также являются феноменом в поп-музыке, как и Майкл в свое время. Но самое главное, у них есть мощный и глубокий посыл. Вспомните, кстати, девиз Big Hit. Он показывается в каждой их заставке. Он гласит так: Music and Artists for Healing, что переводится как «музыка и артисты ради исцеления». И тут мы сразу же вспоминаем о благотворительном движении, которое основал Майкл Джексон. Оно называлось Heal the World. И там слово heal, исцелить, является основным, что также связывает этих исполнителей. Интегрирована ли миллиардная компания Big Hit в элиту мирового шоу-бизнеса? И стоят ли за ней большие инвестиции? Очевидно, да. Поэтому вполне можно допустить, что на данный момент в продвижении и успехе BTS заинтересованы те же влиятельные группы лиц, которые были заинтересованы в успехе Майкла Джексона. Отсюда и такие многочисленные отсылки на творчество Майкла на таком важном жизненном пути группы, коим и является, собственно, выход Dynamite. Еще интересен тот факт, что Бан Ши Хёк с недавних пор является академиком Грэмми, что также играет в пользу этой теории. Но это, конечно, уже другая история. Итак, друзья, давайте оговоримся сразу. Все мысли, которые озвучены будут в этой теории, они не претендуют на истину в последней инстанции. Это всего лишь наши размышления, это наши мысли, которыми мы очень хотим с вами поделиться. Надеемся, что вы нас поймете, и вас также мы натолкнем на какие-то размышления. Многое из сказанного может показаться вам спорным, решать вам. Итак, наверняка вам знакома теория о том, что Майкл Джексон жив. Если нет, то можете ознакомиться. В интернете очень много информации по этому вопросу. Впрочем, встречаются как откровенные фейки, так и очень интересная информация, которая реально заставляет задуматься. В одном мы уверены на все 100%, вся ситуация с его последним туром, неожиданным уходом как раз перед началом концертов, куча странностей во время церемонии прощания, все это как минимум любопытно и вызывает кучу вопросов. Здесь мы не будем подробно останавливаться на всех доказательствах того, жив он или нет, но если вы еще не были в курсе этой темы,
то советуем покопаться, это очень интересно. Заострим внимание на одном. В 2018 году на официальном YouTube-канале Майкла Джексона вышел клип на песню Behind the Mask. Эта песня вышла на альбоме Майкла в 2010-м, уже после его ухода, но изначально была записана им в 80-х и имеет очень сложную историю, касаемую вопросов авторства, иллюстрируя то, что порой почти невозможно разобраться, кто же реальный автор композиции. В клипе же 2018 года показана история костюмированной вечеринки, посвященной Джексону, где таинственный персонаж в маске смеющегося Арлекина ходит среди людей. А позже все более явным для зрителей становится посыл, что это и есть Майкл. Клип очень хорошо резонировал с некоторыми слухами о появлении загримированного Джексона в публичных местах. А история песни с запутанным авторством резонировала с некоторыми заявлениями о том, что Майкл жив и пишет песни, которые преподносит артистам через третьих лиц. Все это готовило нас к информационной бомбе, которую, как нам кажется, готовила сторона Джексона, ведь в 2019 году было бы как раз ровно 10 лет с того момента, как он ушел от нас. Но фильм «Покидая Неверленд», к сожалению, был растиражирован, и была предпринята попытка дискредитировать наследие Майкла, и того, что ожидали фанаты Майкла Джексона, этого, к сожалению, не свершилось. Все это было рассказано нами к тому, что если допустить, что Майкл Джексон жив и пишет песни инкогнито, то кому, глядя на современную поп-музыку, он бы захотел написать песню? Ну, ответ напрашивается сам собой. В связи с этим возникает вопрос по поводу автора Dynamite Дэвида Стюарта. Ну вот представьте, вы крупная компания с миллиардным доходом, такая как Big Hit. У ваших главных артистов очень важный этап в творчестве. Первая англоязычная песня, которая потенциально принесет Грэмми, что безусловно влияет и на бизнес, и на репутацию. Вы выбираете автора для этой песни и останавливаете свой выбор на человеке, в послужном списке которого нет ни одного хита. Согласитесь, не очень логичное решение. При всем уважении к Дэвиду Стюарту, он наверняка очень талантлив, но тот же P. Dog, который приложил руку к большинству реально крутых треков BTS, написал бы прекрасную композицию, на которую могли положить слова любого англоязычного автора. И все, хит готов. Но выбирают из всей палитры, при всех возможностях Big Hit, почему-то именно Стюарта. И при этом песня взлетает очень хорошо. Все это вызывает определенный уровень подозрений. Возможно, это просто совпадение, но если рассматривать версию авторства Майкла, то все многочисленные отсылки к Майклу Джексону, которые мы рассматривали ранее, они имеют место быть и вполне логичны. Изначально у нас не было цели устанавливать связь между персонажами именно вселенной BTS и творчеством и наследием Майкла Джексона. Но чем больше мы разбирали тему Dynamite и отсылок к Майклу, тем больше складывалось ощущение, что все это гораздо серьезнее и через связь с Майклом несет в себе глобальный посыл, который способен менять мир к лучшему. И тогда некоторые сцены из Dynamite и клипа «Он» будут нести другой смысл, в чем-то шокирующий. Но еще больше мы удивились, как похожи судьбы персонажей манги Save Me с реальными поворотами судьбы Джексона. Проблема с деспотичным отцом и конфликты с ним в истории персонажа Тхёна, что также является историей реальной жизни Майкла Джексона. Несправедливое обвинение в сторону Намджуна, что отсылает нас к историям вот с этими обвинениями Майкла Джексона, к этим судам. Потом пожар и ожоги Юнги отсылают нас к ожогам, которые реально получал Майкл Джексон в съемках рекламы Pepsi и с последующим вкладом Майкла Джексона в развитие ожогов, детского ожогового центра, да, в который он вкладывал деньги и помогал детям с ожогами. Далее зависимость от лекарственных препаратов и отсутствие нормального детства. Это история Хасока, персонажа, также в этой манге. И, соответственно, у Майкла Джексона мы видим все то же самое. То есть
и зависимость от лекарственных препаратов, которые по официальной версии погубили, да, его, и отсутствие нормального детства, на которое сам Джексон неоднократно ссылался. Но нам показалось, что фигуры, которые больше всего проецируют Майкла Джексона, это Чонгук и Чимин. Именно они собирались собственноручно устроить свою смерть, которую удалось предотвратить, что отсылает нас к возможной ненастоящей смерти Майкла, которую он же сам и сделал. При этом, в деталях, Чимин постоянно в больнице, страдающий от заболевания, о котором сам толком и не знает, а Джексон, как мы знаем, проводил очень много времени в больницах из-за постоянных операций, вызванных в том числе и его редкими заболеваниями, такими как витилиго и волчанка. Чонгук же падает с крыши на стройке, а Джексон, кстати, во время одного из концертов реально упал со своего излюбленного крана, на котором он парил над толпой, и повредил позвоночник. Кстати, в сцене, где Джин пытается предотвратить падение персонажа Чонгука, тоже фигурирует кран. А во время лайва с песней Euphoria, которая напрямую относится к истории Save Me, настоящий Чонгук тоже парит над толпой. Кстати, о Джине, который является главным героем истории. Интересен факт, что он прилетает из Лос-Анджелеса. Это тот город, где жил Майкл Джексон и где он по официальной версии похоронен. И именно Джин, поворачивая время вспять, фактически отменяет смерть и несчастье. Итак, взяв за основу тот факт, что все персонажи вселенной являются собирательным образом Майкла, и наиболее явной его проекцией являются Чонгук и Чимин, попробуем проанализировать некоторые сцены из клипа Dynamite. Клип как раз начинается с того, что Чимина нет в кадре, и только после того, как остальные ребята расходятся, мы видим его, что может означать как раз скрытый подтекст. Серьги Чимина – это кресты. Во-первых, это символ воскрешения. Во-вторых, такой же крест во всю спину был на куртке Майкла, в которой мы видим его в сценах подготовки тура This Is It. Просто эта сцена больше никак не обоснована. Зачем нужно было его сначала закрывать, а потом так эпично открывать и делать акцент именно на нем? Кстати, следующее появление Чимина также проходит обособленно от ребят. И именно он делает первую реально значимую танцевальную отсылку к Майклу в клипе. На фоне этих размышлений наиболее логично выглядит его образ на ММА, который непосредственно копирует образ Майкла. Далее Чонгук, второй ключевой персонаж, который воплощает идею о том, что Майкл жив в прямом смысле или в переносном. Так или иначе, но мы видим Майкла, который проснулся в своей комнате, который начинает танцевать. Вокруг него висят плакаты его любимых исполнителей. Далее, после сцены в комнате, Чонгук идет гулять. Помним о том, что атмосфера в клипе – это времена 70-х, время детства Джексона и начало его творческого пути. Время, когда еще не было всех тех страданий, о которых мы говорили ранее, и которые олицетворяют персонажа Save Me. Соответственно, время вернулось, несчастья сгинули, их отменили. И далее, после этого, следует сцена, когда Чонгук встречается с ребятами. Раньше мы не понимали, что она означает, мы не понимали, почему у BTS такое изумление, да, там их стоит 5 человек, почему они так шокированы тем, что Чонгук, вот у него в руках пончик, да, он на них смотрит, как будто бы, да, передает им какой-то привет, и они шокированы, увидя его. Но если учесть, что это Майкл, и BTS видят перед собой Майкла Джексона, то они реально в шоке. Посмотрите на лицо Джей Хопа. Он не понимает, что происходит. Он как будто бы увидел чудо. Да? У них у всех удивленные лица. Возможно, как раз это и означает, что они увидели Майкла, который передает им эстафету, который с ними здоровается. Он тоже в шоке, он тоже изумлен. Но они переглядываются, и действие продолжается дальше. К тому же именно с Чонгука начинается сама песня и тот самый дэнс-брейк ММА, что вдобавок к его некоторой схожести с образом Джексона является очень символичным. И именно Чонгук и Чимин вместе, как две ипостаси Майкла в этом клипе, делают мощнейшую танцевальную отсылку к Джексону. Исполняет Джеймс Браун Шаффл, одно из любимых движений Майкла Джексона. Вернемся к персонажу Джина, способному повернуть время вспять.
Ведь именно благодаря ему все это чудо стало возможным. Именно он первым в клипе делает лунную походку, движение, которое больше всего ассоциируется у нас с Майклом Джексоном. Ведь именно его также называли Moonwalker. Под таким углом становится интересно, что лунную походку доверили самому главному танцору, ведь он вернул время, и Moonwalker теперь живее всех живых. Что бы все это могло значить? Берем как данность, что все плохое закончилось вместе с историей Save Me. Джин отменил это. Настала новая эпоха, новый виток развития, где вместо No теперь On, где вместо No More Dream теперь Dream. Ребята взошли на Олимп, стали новыми королями поп-музыки, и кто же передал им эту корону? Естественно, Майкл. И вместе с короной передал им идеалы гуманизма, стремление к возрождению и позитивному развитию человечества. Но когда же это произошло? Мы считаем, что первый раз это произошло именно в Он. Откуда в панике бежит Чонгук? Он бежит от стены, за которой находится та самая вершина, с которой он, возможно, и убежал в ходе трагических событий, последствия которых мы и видим в клипе. Природа разрушена, многие погибли, глаза завязаны. Руки Чонгука связаны терновым венцом, что символизирует страдания и предательство. Он стремится скрыться от мира. Вспоминаем Майкла, которого предали, дискредитировали, выгнали с Олимпа, а вместе с ним уничтожили и светлые идеалы. Далее Джин находит убитого белого голубя, символ мира. Позже мы видим Джина в сцене с открытыми клетками, из которой мы вспоминаем, что ему не впервой исправлять ситуацию. Джин вернет голубя к жизни, чем провозгласит возрождение мира. В то же время Тэхён снимает повязку с глаз девочки, открывая как бы людям глаза на происходящее. Чонгук же избавляется от венца, что символизирует воскрешение и освобождение. И именно Чонгук магическим звуком провозглашает возрождение мира. Люди объединяются. Замолкшие барабаны вновь зазвучали, а ворота в мир открываются перед возрожденным обществом. Вновь вспоминаем цифру 50, которая, как мы говорили ранее, и символизирует возрождение. Интересная ключевая деталь. Мы видим, как расцветают уничтоженные деревья. И такие же сцены мы видели в известном клипе Майкла Earth Song. Кстати, эта деталь нас возвращает снова к истории Save Me и поворотам времени вспять. Дело в том, что в клипе Earth Song Майкла Джексона время также поворачивается вспять. И еще очень интересная деталь, ключевая дата для истории Save Me — это 11 апреля 11:04. И первое выступление Майкла Джексона с Earth Song датировано также датой 11:04. Правда, там подразумевается 4 ноября. Кстати, с этой датировкой выступления Джексона связаны некоторые несостыковки, но так или иначе и там мы видим цифры 11:04. Финальную сцену «Он» в этом контексте можно рассматривать как возвращение светлых идеалов в мировую поп-музыку с помощью BTS, которые являются продолжателями идей развития и гуманизма. И поэтому Чонгук, в котором мы увидели Майкла, забегает на вершину с улыбкой. Кстати, сцены с капюшонами могут означать принадлежность к тайне, особую посвященность и, возможно, способность влиять на события. Это тоже очень важно. Во всех этих деталях присутствует преемственность поколений, некая ментальная передача трона от короля поп-музыки, символ добра и гуманизма, опираясь на который человечество имеет шанс на позитивное развитие. И Dynamite показывает нам, что BTS являются новыми королями, продолжателями дела Майкла Джексона, перед которыми стоят те же задачи и за которыми стоят те же силы. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы посмотрели это видео. Мы очень надеемся, что вам было интересно. Да, друзья, для самых внимательных сейчас мы немножко возвращаемся также в прошлое, как это делает Джин. И если кто с нами с самого начала и помнит, что раньше у нас были пасхалки в видео, вот в этом видео также есть пасхалка. Обязательно напишите в комментариях, если вы ее заметили. Также напишите ваше мнение в целом насчет этой всей теории, насчет этих 3 теорий. Вообще, может быть, у вас есть какие-то свои соображения, с чем-то вы согласны, не согласны или хотите дополнить. В общем, очень будем рады с вами пообщаться по этому поводу. Получился большой материал, над которым мы достаточно долго работали, и будем рады с вами его обсудить. Что ж, мы с вами увидимся в следующих видео. Надеемся, это будет достаточно скоро. С вами был канал Елена Рэй. Всем пока. Пока.